Я беру трубку, говорю, денег не займу, он говорит, а мне не надо, я уезжаю, говорит, в Канаду. Что такое NEM как организация? И были созданы региональные команды. Это как-то повлияет на курс? Когда вы выпустите катапульт в майонет, тогда мы будем его мониторить. Друзья, приветствую! С вами снова Дмитрий Карпиловский. Сегодня у нас необычный гость. В прошлом не только лидер локального комьюнити NEM, а теперь уже цельный член совета директоров NEM Foundation. И вы помните, было много шумихи вокруг банкротства NEM Foundation и так далее. Сегодня разберемся со всем. Чем реально занимается NEM Foundation, что с технологией, когда катапульт, когда to the moon, где там заработать денег, где получить инсайд. Ну вот постараемся такие самые животрепещущие вещи разобрать. Ну и красной нитью будет проходить история о том, что блокчейн и его реальное применение в бизнесе существуют. Этот adoption есть, хотя в это мало кто верит. Так что и институционалы, и байки, и мифы, все не за горами. Обычно в последних выпусках у нас были такие самые яркие саркастичные комментарии по поводу моей прически и цвета волос. Но сегодня, друзья, просто мы перенаправим все ваши претензии нашему гостю. Вот. Но давайте все-таки к тому, что всех интересует. Поговорим сейчас о происхождении, собственно, NEM Foundation и всей движухи вокруг этого. У тебя у самого какой бэкграунд? Как ты вообще попал в крипту и с какой стороны вот это вошел в индустрию? индустрию? Очень интересно. Если в двух словах о себе сказать, то я предприниматель, скажем так. В виде исключения, то есть не инженер? Точно не инженер, абсолютно нет. И мое знакомство началось, когда я впервые узнал о биткоине. Это был, наверное, или 10 или 11 год, когда я где-то прочитал на форуме о том, что всего лишь установив какое-то программное обеспечение на компьютер, можно зарабатывать там 10-20 каких-то долларов дополнительно в месяц при помощи майнинга, когда он еще был возможен просто на компьютере. Я попробовал это установить, но поскольку не было user-friendly интерфейса, что ты установил там кошелек, нажал майнить и все получилось, нужно было там что-то, какие-то команды писать, я абсолютно не технарь, то я эту всю тему закинул. В следующий раз я узнал о биткоине в 2014 году, у меня был знакомый, причем настолько авантюрный знакомый, чтобы вы вообще, зрители, понимали, он мог полностью проиграть все, что возможно в казино, заложить машину, квартиру, в конечном итоге заложить жену, на эти деньги отыграться и купить себе не только квартиру, а еще одну машину жене и дом. Вот настолько вот сумасшедший человек. Он мне с 2014 года потихоньку начинал закидывать. Давай майнить, давай инвестировать в биткоин, все будет классно, хорошо. Мы с ним общались. И так он в 2017 году, естественно, в 2016 я уже слышал о биткоине, цена растет, масс adoption, блокчейн везде, заменит мир, правительство и так далее. Но как бы я в эту тему особо не углублялся. В тот момент я занимался бизнесом. Это производственная компания, спортивные товары для кроссфита, спортивное оборудование. Совершенно вообще не из этой темы. Так вот, и в 2017 году он мне позвонил, я беру трубку, говорю, денег не займу, он говорит, а мне не надо, я уезжаю, говорит, в Канаду. Я говорю, что в Канаду? Говорит, ну знаешь, я нормально заработал, там уже домик, яхту себе прикуплю, и там, говорит, майнить, говорит, нормально, выгодно. Ну, в общем, с тех пор он в Канаде, а я остался здесь с мыслями о том, что, ну, как-то в Канаду, что он все-таки дом купил, давай разбираться, что это такое. И вместе с этим получилось так, что я вышел из этого существующего бизнеса и начал рассматривать возможности, куда же в дальнейшем можно инвестировать, куда двигаться. Начал изучать где-то месяца 2-3, причем смотрел твои видео, Миши Чабаняна видео, изучал все, что только возможно, прежде чем хотя бы одну гривну вложил. Меня эта тема, естественно, конечно, не без доли того, что на этом можно заработать, конечно, поскольку 2017 год, ну и как технология прежде всего.
Я вложил там определенную сумму, вышел, сейчас, в принципе, я в абсолютном нуле, вывел то, что я... Ты из тех счастливчиков, которые зафиксили. Да, я зафиксил полностью ноль, поскольку у меня есть бэкграунд торговли успешный на Форексе, я знаю, что такое управление рисками, управление капиталом и так далее. Как только я вышел в ноль, я это все зафиксил, и сейчас по факту у меня там какие-то есть активы, цена которых абсолютно смешная на данный момент. Я понял, что я хочу не только инвестировать и смотреть, я хочу участвовать в этом. Я начал рассматривать те проекты, там, где я могу приложить свой бэкграунд, стратегический менеджмент, управление, там, вот эти вот все движняки, бизнес-девелопмент и так далее. Я написал где-то 50 топ-50 проектов свое предложение. Причем оно было персонифицировано. Это не просто я там одно письмо и всем разослал. Я изучил каждый проект, что он значит, какая технология, в каком направлении они двигаются, и отправил. Из 50 мне ответило где-то около 20. Из этих 20 половина сказала: да, спасибо, мы получили, все классно, но мы пока не смотрим в этом направлении развивать блокчейн в Украине, да, там, мы тут по себе, у нас все отлично. Ну, было несколько проектов, которые действительно заинтересовались, и среди них у меня там 3 или 5 был выбор, и выбор мой пал на NEM, поскольку они дали такую возможность, сказали: окей, все очень просто, хочешь, у нас в Украине никого нет, занимайся. Все, что тебе нужно сделать, это организовать первый митап. Ты должен полностью изучить технологию NEM и стать его представителем. После этого я около месяца изучал, что такое NEM, как он работает, полностью технологическую базу, всю историю NEM. У меня было собеседование, на котором меня протестировали, что я действительно могу общаться дальше с комьюнити и проводить вот такие форматы обучающих встреч. И в феврале мы провели первый митап. Я встретился... Очень повезло, команда NEM Ukraine, еще 2 человека, кроме меня были, это Евгений и Алексей. И в 2018 год у нас был очень насыщенный год, у нас вообще все везде знали, все везде слышали, все конференции, огромное количество встреч, митапов, коллабораций, государственные органы и так далее. Слушай, ну вы действительно так плотно зашли. При этом вот то, что ты говоришь, оно меня немножко удивляет, потому что когда за месяц разобраться в технологии, NEM, наверное, один из таких, ну давай так, на тот момент NEM, наверное, был там в топ-15, типа такого, топ-20 может, но при этом это, наверное, единственный из топ-20 блокчейн, который люди вообще не понимают. То есть где вообще нет понимания, чем это отличается от другого. История вот эта, у нас один блокчейн, а есть еще какие-то сабчейны, которые даже могут быть теоретически приватными. Ну то есть как бы много мифов непонятных с японскими корнями, даже я это слышал там из 3-4 источников. Вокруг этого такое количество, ну скажем так, противоречивой или может быть не до конца понятной информации. Расскажи нам в 2 словах, вот как человек, который уже туда вник, и который это уже столько раз рассказывал, что уже наверняка и сам понял. Вот за 2 минуты, в чем особенность блокчейна NEM, зачем он нужен миру? С практической точки зрения блокчейн, чем блокчейн? С одной стороны, ты сказал, люди не понимают, с другой стороны, это единственный, возможно, единственный блокчейн, который ты можешь установить кошелек, интуитивно разобраться и действительно начать пользоваться какими-то функциями. Той же самой мультиподписью. За 3 минуты, за 5 минут, не имея бэкграунда, но умея пользоваться Excel или Word, ты можешь создать свой токен прямо в кошельке. Ты можешь создать голосование, ты можешь сделать мультиподписной аккаунт, ты можешь заапостилизировать это сервис нотариального заверения на блокчейне. Это все доступно для обычного человека. Что касаемо бизнеса, то это самая простая точка входа вообще в мир блокчейн и тестирования своей гипотезы. Поскольку блокчейн работает на API, у нас нет смарт-контрактов, но у нас есть те фичи, которые на 80% реализуют то, что можно сделать там, в блокчейне эфира. Те же самые, что я перечислил. Сообщения на блокчейне в транзакциях, мультиподписи, голосование, апостиль, модуль токенизации. Ты их просто мешаешь и коннектишь через API к твоему блокчейн-решению, если тебе там блокчейн действительно нужен. Ты можешь прикрепить к своему сайту за считанные дни, если тебе нужно, например, отзывы
фиксировать на То есть, блокчейне. по сути, вы пошли просто другой парадигмой, Да. у вас это исполняется не на ваших нодах в виде смарт-контрактов, вы открыли свое API, каждый может написать свою Конечно. бизнес-логику в своем приложении, Абсолютно. где-то там на своем сервере, и просто он будет коммуницировать с блокчейном по сети. Да. Ну, окей, хорошо. Как бы такое конкурентное преимущество понятно, как Lego-конструктор, Да. Бизнес может Без себе из этих дополнительных кусочков собрать. знаний средней руки разработчик, который есть в компании, может интегрировать блокчейн в бизнес-процессы. Без проблем, тебе не нужно там, платить за дорогостоящие услуги аутсорса. Понимаю. Ну окей, я так понимаю, изначально эта же история отпочковалась от NXT, или как это происходит? Ну, так примерно история была, мне кажется, похожа на Waves немножко. Посмотрели на NXT, сказали, мы можем лучше, и раз, и дополнили, да, есть. переделали. Вся, скажем так, философия NEM пронизана именно NXT, потому что в начале основания проекта его ядро, те, кто работали над NXT, начали работать на NEM и создали NEM как проект. Нельзя сказать, что 100% там клоны, но это доработанный, улучшенный NXT. Ну, как любой блокчейн начинается с чего-то готового. Да. Взяли лучшее в тот момент создания, взяли лучшее, что было доступно на рынке, убрали какие-то недостатки и создали новый Окей, с продукт. блокчейном понятно. Что такое NEM как, ну, условно говоря, как организация? Мы знаем про NEM Foundation, NEM Ventures, NEM что-то там еще. То есть вообще сегодня NEM это, ну, если говорить там в терминах разработчиков, оргструктуры. Вот что такое NEM как организация? Наверное, лучше всего сказать, что NEM это технология. Если взять всю экосистему, то есть группа так называемых core команда, core team. Это 8 человек, которые полностью анонимные, которые были в момент основания проекта и которые управляют основными фондами и направляют их, руководствуясь лучшими соображениями по развитию экосистемы. Основными игроками в экосистеме являются сейчас NEM Foundation, который был первоначально создан для промоутинга, для продвижения, для рекламы, для адопшена, для обучения. И также NEM Ventures, который создан на основе фонда, комьюнити фонда. Было голосование, выделили деньги и создали NEM Ventures. В качестве замены у нас был NFC фонд, NEM Community Funding фонд, который оказался неэффективным, поскольку проекты получали средства, но так в продакшн они не выходили. Благодаря этому получился NEM Ventures для того, чтобы возвращать, скажем так, деньги в экосистему. Ну, по сути, финансировать перспективные разработки. Да, конечно. Окей. И, ну, скандал, наверное, сделал всю эту историю немножко, вывел на уровень хайпа, когда обанкротился NEM Foundation. Я правильно понимаю, что NEM Foundation, в принципе, это просто дочерняя компания, которая должна была заниматься маркетингом? Это ну, так, если упростить. даже не дочерняя компания, поскольку NEM True Decentralized Blockchain, наши разработчики, поскольку я считаю, что разработчики спрашивают, почему разработчики анонимные. Если это Decentralized Blockchain, как да, за заповеди Сатоши, то они не могут быть априори известны всем, потому что в данном случае вот есть блокчейны, когда ты знаешь точно, кто управляет, кому ты можешь прийти. Это ничем не отличается от реального мира. Если у тебя какая-то конфликтная ситуация в этом блокчейне, ты идешь в суд принимает решение, и ты с этим решением идешь к этим людям, и понятно. они в блокчейне делают все в зависимости от этого решения. Но это не совсем то. Ну скажи, а вот насколько они анонимны? Это, условно говоря, только то, что вы публично не афишируете их имен, или, условно говоря, даже у вас в совете У нас никто в совете не знает, никто кто эти не люди? знает состав этих 8 человек. Окей. А как они сформировались? Просто Как они исторически? сформировались, можно проследить полностью всю историю. От самого первого сообщения, которое было в 2015 году, с которого пошел NEM. Всю историю переписки этих И уже разработчиков. тогда они были анонимны? Да, они тогда уже были анонимны. Как они пришли, как они формировались, как их отбирали, этих всех. Они уже тогда были анонимны. Такая трушный подход. Да. Сатоши Vision в прямом смысле. Абсолютно. Окей. Это подтверждается тем, что у нас, все знают, был хак на 500, самый большой в истории, на 543 миллиона. И, естественно, не было принято решение об откате сети назад.
То есть вы не пошли путем Не классика, хотя могли. Это не true. Не трудно, окей. Хорошо, идеологически понятно. 8 человек это core-команда, они пилят там самые базовые, самые важные вещи. Из них только 3 разработчиков, все остальные не разработчики. А что они делают? Они просто были в момент основания... То есть они идеологи. Да. Они говорят, условно говоря, а давайте запилим В тот момент вот создания, как только создавался, они принимали активное участие, каждый в своей нише. Но сейчас именно ядро разработчиков — это 3 человек, и мы активно работаем над помощью. Им формируется еще одно. Это вот, забегая наперед, будет NEM Foundation, будет NEM Ventures и будет еще один игрок в экосистеме, который именно будет помогать этим core-разрабам в разработке именно ядра технологий. А что произойдет, если комьюнити будет не согласно с тем, что хотят запилить, например, код тима? Вот они говорят, мы хотим смарт-контракты, а комьюнити говорит, нет, мы не хотим смарт-контракты. Как будет консенсус решаться? Скажем так, комьюнити принимает решения в каких-то ключевых вопросах по поводу развития проекта, но есть для принятия решений вот этот по core функциям самого ядра технологии. Есть еще такая штука, как Project Management Committee. Если ты являешься разработчиком, мы не готовы выслушать любого. Если ты являешься профессионалом и можешь что-то посоветовать, что так лучше делать, так лучше не делать. Ты можешь отправить свое резюме, ты можешь каким-то образом там закоммитить на GitHub, и тебя возьмут в этот совет, который определяет именно технологические составляющие. То есть, условно говоря, это такой ваш подход к бипам. Да. Они не решаются на уровне блокчейна, они решаются на уровне заседания комитета. Да. Окей, тоже интересное видение. Хорошо, это core тима, буквально, условно говоря, там 3 технаря и 5 идеологов. Но у вас же намного больше всего стреляет экосистема. Кто-то пилит катапульт, кто-то обвязы, откуда-то берутся блок-эксплореры, кошельки, там всякие разные вот эти инфраструктурные вещи. Кто это делает? Если разделить условно, то Core Team занимается бэкэндом, NEM Foundation фронтендом. NEM Foundation ответственный за публичный блокчейн, а за саму технологию, за приватный блокчейн это Core Team. Мы отвечаем за кошельки, мобильный кошелек, десктопный кошелек, SDK, вот эти вот эксплойеры и вся остальная инфраструктура. Обвязка, по сути, да, экосистема. которая к блокчейну. У вас там достаточно такая, скажем так, для блокчейна нетипичная оргструктура. У вас есть совет, у вас есть... Совет — это, я так понимаю, орган такого очень широкого, очень широкого управления. У вас есть борда из 5 человек, при этом у вас есть, условно говоря, президенты, какие-то позиции. И снаружи, честно говоря, не очень понятно, кто на самом деле что делает и кто за что отвечает. Тут, наверное, нужно вернуться к тому, каким фонд был раньше. Был совет, который представлял из себя, совет состоит по уставу, да? Он может состоять от 10 до 15 человек. Сам совет состоит еще внутри из исполнительного комитета и, наверное, я не знаю, как по-русски это правильно сказать, просто членов совета, да, наверное. Исполнительный комитет — это президент, вице-президент, секретарь и казначей. Остальные — это члены совета директоров. Они все вместе формируют совет. Они вместе собираются для того, чтобы принимать, голосовать и принимать ключевые решения по поводу развития фонда. Таким образом, в момент создания Foundation раньше был создан этот фонд, совет, было выделено фонду 80 миллионов зем. От 80 до 100, там по-разному еще перечислялось на само создание фонда. Если взять в общем, то 100 миллионов зем было выделено. Это в конце 2016 года, в начале 2017, которое было там несколько сотен тысяч долларов. Но этих 80 миллионов зем хватило до конца 8. Да, потому что вырос курс. И были созданы региональные команды. Каждой команде был выделен бюджет. Там Азия, Европа, Средний Восток, Америка, Австралия.
Каждая из этих команд был выделен бюджет, и они абсолютно отдельно друг от друга работали. Они собирались, члены совета, всего лишь раз в месяц и обсуждали какие-то вопросы. Как правило, они принимали решения в зависимости от их региона. Мне там нужно сделать то и то. К сожалению, эта структура себя не оправдала, поскольку децентрализация очень хорошая штука в блокчейне, но совершенно бесполезная, в управлении, поскольку дублируются функции, недостаточная коммуникация между ними, в некоторых моментах между регионами даже была какая-то конкуренция, не было определенной согласованности. В конце 2018 года, когда пришел новый совет, когда мы сделали аудит, когда мы увидели, что на самом деле... Все печально. Да, и знаешь, и в этом случае я вот вспоминаю картинку, знаешь, мемчик, сидит там собака с кружкой кофе, а вот тут вот везде огонь. Да, и мне вот напоминает очень предыдущий совет это, потому что они точно знали, что деньги на исходе. Да, они продолжали делать, я не могу сказать, что это плохо, потому что прошлый совет создавался для того, чтобы заниматься обучением, промоутингом, рекламированием NEM, заключением партнерств, конференций и так далее. Они продолжали этим заниматься. Но в тот момент, когда курс пошел вниз, когда начал рынок проседать, им нужно было менять стратегию. Им нужно думать было более стратегически, как же сделать так, чтобы хватило денег и как вообще быть в будущем. Тем более денег неожиданно стало намного больше. Ну, хотя на самом деле это не секрет, поскольку все движения видны в блокчейне, и, то есть все там думают, вот неожиданно NEM стал банкротом. Банкротом он не стал, это абсолютно нормальный процесс финансирования, которое мы запрашиваем у core-команды, и которая принимает решения в зависимости от тех результатов, которые фонд... Откуда, кстати сказать, в вашем случае деньги у core-команды? Если мы 25% в момент основания проекта как такового, 25% токенов были оставлены на развитие. Своего рода премайн. Ну, не знаю, как премайн, если у нас нет майнинга. Просто 25% оставили, остальные были распределены среди 3000 участников в равных долях. Ты считаешь, такой подход более оптимальный или менее оптимальный? Мы провели анализ и поняли, что такая децентрализованная структура не является эффективным. Сейчас у нас есть тот же самый совет, в котором есть исполнительный комитет. Это тот же сам президент, вице-президент, секретарь и казначей, а также есть совет директоров. Мы собираемся 2 раза в неделю, у нас митинги, мы постоянно работаем, мы обсуждаем, и мы собираемся не только, чтобы обсудить, каждый из нас еще дополнительно выполняет какую-то функцию, отвечает за свое определенное направление работы. Мы решили создать продуктовое направление, концентрироваться, построить правильный governance, все процессы, то есть более бизнесовый подход. Не просто так, непонятно что, но как работать, децентрализованно, и вроде курс растет и все хорошо, а именно выстроить качественные процессы, быть продуктово ориентированными на рынок и быть сфокусированными на генерацию денежных потоков, то есть найти способы, каким образом фонд может быть самоокупаемым для того, чтобы в будущем больше не запрашивать финансирование у корпораций. Такая цель стоит? То есть вы хотите быть самоокупаемыми? Конечно, и это то, что нужно рынку, мы считаем, в данный момент. Чтобы были те продукты, которые будут востребованы рынком, чтобы блокчейном NEM пользовались в повседневной жизни компании и обыкновенные люди. Ну, по твоему ощущению, вот условно говоря, финансирование, которое передавала Core Team раньше Foundation, ну, не хочу там эффективно, неэффективно, тем более ребята, кто этим распоряжался, твои коллеги, с точки зрения комьюнити, вот ваше комьюнити, как оценивает? Они довольны тем, что удалось достичь NEM как технологии и как бренду там за последние 2 года? Или комьюнити негодует и кричит, что вы делаете? Если смотреть объективно на цифры, в момент основания NEM Foundation NEM стоил там десятые доли цента. Сейчас цена даже в сравнении с падением в сотни раз выше, чем была тогда. И то есть грех жаловаться? Ну, всегда можно где-то сделать лучше. Если судить объективно по цифрам, то да.
Окей. А ты считаешь, это нужно Всегда, мерить всегда ростом найдутся в курса? комьюнити, всегда найдутся те, Кто купил по доллару. Да. Или даже по 2. Понимаю. Ну ты считаешь, в целом мерить эффективность, например, фаундейшена ростом курса, это правильный подход или это неправильный подход? Если бы это был традиционный финансовый рынок, там, где основной постулат теханализа гласит, что в цену заложено все. Если цена растет, то это является как бы показателем полностью эффективности, да. Что ты делаешь все правильно, твоя компания выходит на прибыль, принимает правильное решение. Но в крипте нет такой абсолютной корреляции. В топ-20 CoinMarketCap мы можем найти более десятка проектов, у которых нет ни партнерств, ни технологии, ни запущенного своего блокчейна, ни тестнета, ни каких-то коллабораций. Вообще ничего нет по сравнению с NEM, кроме там обещаний вы заработаете. И капитализация их выше, и курс их более динамично растет в сравнении с NEM. Поэтому однозначно судить или искать какую-то прямую корреляцию. Ну вот тебе, как человеку максимально причастному, тебе в такой ситуации обидно, когда вы там годами пашете, делаете офигенную технологию, там крутые прям масштабные вещи, а потом приходят какие-то клоуны там на пушах, пампах и так далее, и имеют там капитализацию вдвое выше. Всем нужно следить, анализировать и принимать правильные решения. Но вы не хотите идти этим путем? Мы этим путем никогда не шли, мы всегда были позиционированы на технологию и придерживаемся той позиции, что органический рост и спрос, соответственно, и наверняка рост цены на токен будет вызван adoption технологии. Чем больше ей пользуются, не чем больше людей хотят на этом заработать. Ну, то есть вы идете классической токеномической моделью и надеетесь добежать до денег. Условно говоря, дожить до того момента, когда adoption позволит токеномике завестись. Можно так сказать. И те решения, та стратегия, которую презентовала NEM Foundation, дает все основания полагать, что у нас все получится. Слушай, звучит оптимистично. Давай на шаг назад. Мне интересна сейчас другая штука. Человек, который пришел не из тематики и начал, по сути, организовал, ну, условно говоря, начал организовывать первые митапы для NEM в стране, которая на роудмапе NEM, наверное, никогда не была ключевой. Ну, до этого, по крайней мере. И за такой короткий период времени рост до борды, собственно, центрального управляющего органа и так далее. Как это происходит? В чем соль? Это твой dedication, ты туда просто там с головой нырнул, отдал этому все силы, или это удачное совпадение времени, или какой-то твой, не знаю, талант, который там раскрылся? В чем соль? Это работа команды. Я бы сам, конечно, не смог. Это не только команда. Я хочу сказать спасибо украинскому комьюнити NEM. Очень дружное. Нас немного, но все друг друга знают. На каждом метапе, который мы проводили в городе, мы там со всеми обнимались. Спасибо, что вы приехали. На каждом метапе мы слышали, что никто не дает такой контент, как даете вы, потому что у нас метапы были выстроены. Мы не топили за NEM, мы не говорили покупай NEM. Мы рассказывали людям, что такое блокчейн и как вы можете им пользоваться. Они сами уже делали выводы, нужен, не нужен, что это такое. У них менялось вообще мировоззрение. Благодаря вот этому комьюнити и тем результатам, которые мы достигли, которые видели не только в Украине, не только русскоязычное комьюнити, а еще и видели все, поскольку голосование у нас проводится по важности. Я думаю, это и дало толчок, и дало мне возможность стать членом совета. А как ты знаешь, NEM ни много ни мало, единственный во всем мире, первый провел полностью выборы в топ-совет, да, топ-менеджмента, полностью прямо на блокчейне. Да, это было нелегко, да, это похоже на те выборы, которые происходят в жизни, потому что была и чернуха, и ссоры постоянные. Ну, плакаты висели по городам. Вы говорили, думали. Баннеры на сайтах висели. Каждый написал свою предвыборную
программу, на форуме разместил, защищал. Слушай, с таким опытом ты не хочешь там, на парламентские сюда- выборы в Украине? Ну, у нас есть все-таки, у нас был очень классный проект, который связан с использованием блокчейна в избирательном процессе. И вот с прошедшими выборами есть у нас шансы, что он воплотится в Украине в жизнь. То есть мы можем дожить до момента, когда выборы в Украине будут на блокчейне. Это отдельная тема, которой можно посвятить целый час, обсуждая, но в целом полностью выборы на блокчейне – это утопия. Но диджитализация каких-то процессов с использованием блокчейна для повышения кибербезопасности и автоматизации всей этой системы – это возможно, да. Окей, смотри, и сейчас опять история о том, что NEM-технология, NEM – публичный блокчейн, NEM создает вокруг себя какое-то количество субпроектов, в которых непонятно, ну, по крайней мере, для стороннего наблюдателя, ни их статус, ни то, насколько они на самом деле близки к ядру или к ключевой команде NEM. Ну, вот то, что мы с тобой вспоминали, например, та же Комса. Собрали денег на ICO. Редкий случай, потому что NEM изначально же не собирал деньги. Один из немногих блокчейнов, который, ну, скажем так, не делал какие-то паблик-сейлы, если я правильно понимаю, краудфандинг. Вы такой сделали маленький, приватный, причем какую-то, наверное, совсем не солидную сумму. До 100 тысяч. До 100 тысяч долларов. Да. И вот с этого разрослось. Все разрослось. И выделяется, я так понимаю, часть команды, которая говорит, а мы будем пилить свои. Там, то ли платформу для СТО, то ли мы сделаем репивот, и появляется Комса. Как это с точки зрения ну, как бы внутряка вообще происходит? NEM подобной динамике рад или не рад? То есть это хорошо, когда люди из команды начинают вот что-то такое свое пилить? Или это плохо для экосистемы? Хочу сказать сразу, что это не совсем корректно сказать, что это люди из NEM запилили Комсу. В определенный момент у NEM появились партнеры, очень сильные партнеры в Японии. Как ты знаешь, Япония была одна из первых, возможно, той страной, которая тем, что они легализовали крипту в 2017 году, дали пинок вот этому всему росту. Появились очень хорошие партнеры в виде компании Техбюро, которая на самом деле не просто Техбюро есть компания, а в этой компании есть большое количество акционеров, которые представляют и государственные компании, венчурный капитал, крупный венчурный капитал во всей Японии. Там очень много акционеров внутри. И они сказали, давайте мы вот видим перспективу в приватном блокчейне, давайте мы будем финансировать приватный блокчейн разработку. Окей, договорились. И с тех пор они так и до сих пор, кстати, финансируют разработку катапульт ядра, которая будет вторым поколением блокчейна, но функционирует уже на первом. Вот их одной идеей было создание Комсы. И сама по себе идея очень хороша. Это ICO-платформа для крупнейших компаний японского и международного рынка, там Coca-Cola, еще какая-то, которые бы хотели привлекать таким образом средства или там токенизировать свои активы. Но все мы знаем, что случилось в Японии в связи с этим хаком на 543 миллиона. Среда стала очень зарегулируемой, рынок ICO пошел вниз, и, собственно, реализовать тот первичный проект, на который создавались деньги, не представлялось возможным. Многие говорят, Комса, там, скам и так далее и тому подобное. Нет, это не так, и я сейчас расскажу, как обстоят дела. Поскольку нет возможности работать в Японии и реализовать первоначальную задумку, они разделили на Техбюро Corporation и Техбюро Holdings. Техбюро Corporations стала ответственной за биржу ZAIF, которую тоже потом хакнули. И должна работать в Японии. Техбюро Holdings ответственная за Mijin, это название приватного блокчейна, за Mijin и Комсу. Они тоже создали еще две дочерних компании. Техбюро Северная Америка, которая инкорпорирована в Калифорнии, и Техбюро Европы, которая инкорпорирована в Цуге,
Техбюро Северная Америка занимается партнерствами, Техбюро Европа занимается разработкой. И буквально в прошлом месяце они презентовали, платформа запущена в тестовом режиме, в тестнете на 2019 год в родмэпе полномасштабный запуск. То есть они преследуют то, что они хотят реализовать, но только может это будет не в виде ICO, а там STO, они больше вот на такие вот интересные вещи сейчас смотрят. Они продолжают развиваться, да, хакерские атаки, да, регуляция привнесли... Изменился роутмап, да, откровенно. Да. Ты к тому, что они не забросили проект, ребята Конечно. пашут, просто, скажем так, по форс-мажорным обстоятельствам, получается у них пока с точки зрения инвестора крупный разворот, очень, да. очень Еще я точно знаю, что крупные инвесторы регулярно раз в месяц получают отчеты, как ведется, куда движется. Чтобы не проект. обижали. Конечно. Слушай, возвращаясь к теме взлома. Такая громкая была история с коинчеком, Зайф история была поменьше. Вам, как, условно говоря, как самой монете, вот как это происходит? Тебе в какой-то момент звонят и говорят, слушай, тут вот произошла такая история, сотни миллионов растворились. Что в этот момент наступает в офисе, в головах людей, в коммуникациях, то есть как это происходит? В тот момент, когда это случилось, мы только в Украине начинали свой путь. В конце февраля только первый метап свой провели. Из того, что я знаю, могу сказать, что началась экстренная коммуникация и вообще разработка вариантов развития событий и сценариев. Сразу отмели тот вариант, что будет откат сети. Это блокчейн, так публичный блокчейн. Если ты раз это сделал, то ни о какой децентрализации уже говорить. Есть такая печаль. Да, уже говорить нельзя. И то решение, которое было принято, это отслеживание этих токенов. Причем многие тоже говорили, это централизация, вы замораживаете, NEM замораживает токены. Хотя на самом деле мы просто сделали, в программном коде прописали, сделали токен, который следовал за кошельками, когда пересылались из кошелька эти ворованные, в принципе, земы. Вот и все. И когда эти земы заходили на биржу, то биржа замораживала вывод, а нам начинали писать, что NEM Foundation заморозил мои земы. Да? У вас, я так понимаю, технически нет возможности заморозить деньги на аккаунтах. Технически нет. То есть это может сделать только биржа, когда ей на кошельки деньги зашли, абсолютно, тогда она может сказать, стопе, откуда ты их взял там и так далее. Но, тем не менее, это не помешало разойтись этим всем земам. Это раз. А во-вторых, очень важная часть, с чем связано такое огромное падение капитализации цены. Если токен стоил там 10 центов, да, то я знаю точно тех людей, которые купили ворованные по 3 цента. То есть прям можно было, условно говоря, на OTC сделочке взять там в треть цены. Да. Тогда логично, что они были готовы сливать это. Конечно. За 4. Люди брали эти риски, я сейчас там куплю в 3 раза дешевле, а потом как-нибудь где-нибудь солью, потому что некоторое время, там на протяжении нескольких месяцев все-таки было затруднен продажа, вывод. А у тебя есть примерное понимание, вот какое количество денег удалось, условно говоря, где-то поблокировать, а какое количество денег все-таки в определенный момент я знаю, что все блокировки были сняты. То есть в какой-то момент просто уже все запили да, водой. Это было решение не NEM Foundation, это было решение биржи, которые сказали, что мы всем все возместим, не переживайте. Слушай, коль мы задели эту тему, просто из-за актуальности события невозможно не спросить. Чего ты думаешь об истории с то ли хаком, то ли не хаком Binance и с блокировкой выводов? Вот ходит очень много конспирологических идей, что там на самом деле случилось и почему выводы закрыли. Вот твое мнение просто как криптана. На Binance закрыли выводы? Конечно, неделю. Во-первых, из этой всей ситуации можно сделать еще очередной вывод, что подтверждается правило о том, что монеты нужно хранить на своих кошельках, о чем ты неоднократно говорил. Это раз. Во-второе, почему они прекратили,
прекратили выводы, потому что они, я думаю, в первое время сами не понимали вообще, что происходит, и таким образом обезопасили себя просто. Вот ты веришь в историю со взломом, что действительно какие-то злые хакеры чего-то куда-то увели, и что у этого нет никакой политической подоплеки? Мне очень трудно вообще судить об этом всем. Всегда хочется, да, подумать, там, найти какие-то теории заговора, что-то так, но, как показывает жизнь, всегда самые банальные, самые простые. NEM Ventures. Ты к нему имеешь какое-то активное отношение или так просто наблюдаешь со стороны? Мы с ними как партнеры в рамках одной экосистемы. У нас одна и та же задача способствовать адопшену и развитию NEM как технологии. Это получается через финансирование каких-то технических Это получается. инициатив? Еще важно, что дать понять, как был сформирован NEM Ventures. В NEM был комьюнити фонд, который полностью распоряжалась комьюнити. Можно было сделать голосование с блокчейна, если ты набрал 3% важности всей сети, поскольку у нас алгоритм консенсуса Proof of Importance. Сами разработчики, те, кто соподписанты, делают эту транзакцию в зависимости от решения, которое приняла комьюнити. Через такое голосование прошел NEM Ventures, эти средства с этого фонда были им выделены. Да. Они никуда особо не торопятся, инкорпорированы в Гибралтаре. Первым их инвестиционным решением, как ожидаемо, стал финтех. Компания, которая строит мост между фиатным миром и криптомиром, что, в принципе, очень понятно и очевидно. Одним из последних наших, скажем так, коллабораций стало партнерство с агентством Watchman. Может, слышал о нем? Нет, Это такие люди, которые являются одними из самых крупнейших маркетинговых и пиар-агентств. 80 проектов, из которых ты абсолютно все знаешь. Там BitMEX, CoinDesk, Bitfinex, Dash, Augur и еще 80 всех остальных других, с которыми они помогали им развиваться и правильно Я теперь даже не знаю, меня это радует или пугает. Свое позиционирование. Они нам будут помогать с позиционированием, с выходом в рынок нового нашего обновления Катапульт, которое будет в конце 3-го квартала или начале 4-го. Это Mainnet. Что касаемо Катапульт как технологии, она уже сейчас открыто доступна в открытом доступе в тестнете. Да. Сколько раз в день ты получаешь вопрос, когда будет Катапульта? Ну, в чате нормально, хорошо, все, это уже на автомате, я их не замечаю. Завтра, скоро. У тебя нет какого-то там шортката, типа Ctrl, там, не знаю, Ctrl F2, там такой абзац текста с подробным ответом? У меня иммунитет уже, ну, это совершенно нормально. Я больше думаю каждый раз, когда я получаю вопрос, когда будет Катапульт, когда все-таки появится Катапульт, что уже будут спрашивать. Следующий будет, когда будет по $1, наверное. Когда будет по $1. Просто, ну, по большому счету, это же один и тот же вопрос, просто по-разному сформулированный. В день запуска Катапульты в Mainnet вы пишете пресс-релиз, он уходит, там его публикуют все сайты. Это как-то повлияет на курс? Как показывает практика, все влияния на курс происходят до выхода новости. Потому что все знают, в цену все включено. Да, это небольшой секрет. Чем действительно будет полезно Катапульт, то что там есть те фишки, которые недоступны пока что в других блокчейнах. Если вкратце, это 4-уровневая архитектура, которая будет понятна, если объяснять только технарям. Я могу оставить ссылку, там почитайте. Из того, что понятно для многих, для всех, это являются агрегированные транзакции, там, где ты можешь в одну транзакцию 3, 4, 5 до 10 транзакций засунуть с разными условиями, с разными токенами. Например, я тебе продаю телефон, ты мне пересылаешь там, не знаю, ZEM или стейблкоин какой-то. Одновременно с этим платится комиссия какой-то, не знаю, там, магазину, который продал, и одновременно с этим отсылается транзакция в виде записи в какой-нибудь реестр радиочастот. Мы инициируем эту транзакцию, и только если все участники этой транзакции
согласятся, она получается. Дальше. Мультиуровневые мультиподписи. Тогда как к мультиподписям добавляется логика и/или. Ты можешь строить различные логики, которые, например, могут использоваться в цепочках поставок, что там нужны различные например, там подтверждения. директор плюс секретарь, либо совет из 3 закупщиков. Конечно. И точно так же ты можешь восстановить свой приватный ключ, если нужна подпись тебя и там твоего, например, друга, но это может быть не друг, это может быть адвокат или еще кто-то, да, ну то есть вот такого плана. И еще важно, это, наверное, ключевое, это вшитые atomic свопы среди всех катапульт-based чейнов. То есть мы ориентированы также на adoption среди корпораций, среди предприятий. Если они будут использовать катапульт в качестве своего базового решения, как приватный они смогут, во-первых, все эти компании друг между другом общаться и использовать публичный блокчейн как третью независимую сторону для обмена с друг другом токенами, тем самым строить вот такие вот сетки корпоративных федеративных блокчейнов. И еще больше того, уже сейчас протестировано, есть возможность сделать atomic swap между битком и эфиром. Представь себе, что можно сделать. Открывается возможность для действительно децентрализованного обмена. Сидим мы с тобой, я инициирую транзакцию, например, там, мы с тобой биток меняем на эфир. Это все через блокчейн происходит. Ты на своем телефоне видишь эту транзакцию, поскольку есть агрегированные условия и условия этой транзакции. Ты или принимаешь эти условия, или не принимаешь. Если тебе подходит курс, ты нажал ОК, и между нами совершилась транзакция. Если тебе не подходит курс, ты ее не принимаешь. Тем самым нам не нужны биржи, люди могут найти друг друга просто вот так. А как вот это работает улице. на уровне моста между блокчейнами? У вас в неме что-то типа оракулов, которые смотрят в те блокчейны? Или у вас там какой-то свой условно хэш-лог транзакции? Окей. Но это продвинутые фичи. То есть это такая штука, которая нужна очень специфичным, скажем так, деплойментом. Нужна специфичным, но вместе с тем, что уже есть, ты по факту можешь построить 1С на блокчейне, если у тебя есть в этом необходимость. Ну окей, вся логика у тебя будет в твоем 1С, ты будешь по API взаимодействовать с блокчейном, сможешь там условно что угодно. Это если фиксировать. публично, если у тебя приватный блокчейн, то окей, можно да, просто, можешь там в своем локально работать. И твое видение, вот прошло, скажем, еще там год-два, эти фишки удалось имплементировать. Предприятия это реально начали внедрять. Что дальше? То есть вот какая конечная цель? Ну или не конечная, там, а промежуточная, там, на ближайший год-два. Чего вы хотите добиться в плане adoption? Во-первых, мы берем блокчейн как децентрализованные технологии, как те технологии, которые поменяют мир, и вообще взаимоотношения людей будет не через посредников, а будет peer-to-peer. И именно вот в этом децентрализованном мире мы видим NEM как один из ключевых игроков. Ближайшая перспектива — это все-таки выкатить катапульт и реализовать все вот эти функции, которые будут востребованы рынком и которыми действительно будут пользоваться. А с кем вы бодаетесь за вот этот корпоративный рынок? Эфир из него практически выпал, я так понимаю. Наверняка главными нашими конкурентами будет Corda и Hyperledger. А тот же EOS, например? Из-за того, что у него нет приватного блокчейна, он как бы для вас не конкурент? Мы вообще особо не рассматриваем все остальные как конкуренты, а больше как То есть вы смотрите чисто на B2B сегмент, там Hyperledger, Corda, да. Соответственно. Поскольку приватные блокчейны это прежде всего IBM, R3, все дела. И тогда вы это видите как такой классический B2B-шный коммерческий бизнес. Внедрение, команд, ну то есть... Ну, это для приватных блокчейнов. Да. В тот же момент публичный блокчейн также остается полностью децентрализованным, ни от кого независимым. А это бизнес, он у вас, ну то есть какая часть вашей структуры будет этим заниматься? Я тебя понял. Это приватные блокчейны, это полностью собственность компании TechBureau, в которой NEM Foundation будет выступать в роли дистрибьютора.
Мы будем способствовать продавать, будем способствовать адопшену этих решений. Будем делиться каким-то профитом, и плюс будет продумано, каким образом в этом процессе будет задействован сам ZEM токен. Возможно, будет сделан стейблкоин, поскольку этим бизнесом точно нужен для совместного обмена. Вот я только хотел спросить, сейчас пошла мода в блокчейне делать трейдинг и в блокчейне делать стейблкоины. NEM пока в этом как бы сильно замечен не был. Это стратегическое решение, типа не наш рынок, нам не надо, или пока просто там не дошли руки, еще там есть более важные фичи? Пока не было такой задачи, но в нашем roadmap, который мы презентовали, там указан стейблкоин в качестве одной из целей. Окей. Как ты оцениваешь adoption мозаик? Еще на днях ты у нас был в гостях, как-то начали эту тему обсуждать, ну как бы мало что их поддерживает, и условно говоря, как-то в мире, ну если там о токенах на эфире ERC-20 знают все, о токенах там ERC 700+, условно говоря, всякие collectibles, знают многие, токены на EOS хорошо известны, мозаики пока такая штука, о которой как-то широкие массы не очень осведомлены. Тем не менее, 90% транзакций в блокчейне NEM именно... Что логично, как и во всех других именно в мозаике. Почему это так не вошло в обиход? Ну, то есть, почему так мало об этом информации? Я не могу сказать, почему именно так, и судить работу прошлого совета, почему они не акцентировали внимание именно на мозаиках и их использования, хотя это очень-очень удобный инструмент, если их быстро создать и ими удобно пользоваться. Тот модуль, который у нас есть, он тебе позволяет задать сразу в несколько кликов им необходимые свойства. Какой будет выпуск, делимость, неделимость, можешь ли ты передавать кому-то их, или только, например, если ты хочешь выпустить мозаику в форме сертификата, да, обучения, то ты ставишь галочку, что только от эмитента к получателю, и ты обратно можешь передать. Ты можешь нельзя peer-to-peer. Конечно, ты можешь выставить комиссию, то есть если ты передаешь эту мозаику, ты можешь в какой-то выставить комиссию, или в этой же мозаике, или в какой-то другой, дополнительную, тем самым создать твою бизнес-логику. И один, кстати, человек так очень интересно проспамил нашу сеть. Он отправлял людям, пропарсил базу данных и отправил всем там с определенным балансом мозаику. В мозаике написаны грубости, да, ее название. Сообщение, сама мозаика, название, да, называется грубо, в общем, какие-то ругательства. И он всем поотправлял. Если ты хочешь от этого избавиться, ты можешь ему прислать или на какой-то адрес переслать, но за это ты должен 10 зем заплатить за эту комиссию. Чтобы она у тебя в балансе не числилась. Интересно. Заходишь в кошелек, и ты не хочешь просто это видеть. Но мы тоже пошли другим путем. Мы сделали такой кран, куда ты можешь отправить пустую транзакцию, которая будет взиматься комиссия в виде этой мозаики, которая у тебя есть. Красивое решение, красивое решение. То есть, понимаешь, тут есть как играть, с чем играться, да. Точно так же я бы хотел видеть, и мы будем на это позиционировать, что ZEM является очень надежным и быстрым средством платежа. Вместе с Paytomat мы установили в прошлом году национальный рекорд по количеству оплат в криптовалютах. Да, я помню. Пиццы тогда было много. И за сколько мы уже с 2015 года у нас ни разу не было ни взлома, ни даблспенда, абсолютно никакой успешной атаки на блокчейн. Приятно отличаетесь от большинства даже сейчас топовых хороших блокчейнов по количеству инцидентов. И задача нового совета найти то, что востребовано рынком, акцентировать на это внимание и показывать преимущества блокчейна NEM. Ну, то есть, по сути, сейчас их главная задача, или ваша главная задача, такой биздев в каком-то смысле, превратить это в бизнес. Не в криптанский, такой спекулятивно какой-то оппортунистический. Да, именно бизнесовый подход. Да. С акцентом на продукты и сейчас на технологическую составляющую, потому что львиная часть нашего бюджета именно направлена на то, чтобы наконец-то выкатить катапульт. Сколько раз переносились дедлайны по катапульте?
Я даже боюсь считать. Понимаешь, Это поскольку примерно были как разные после регионы, они отдельно друг от анонсил друга. Да, отдельно. каждый мог заявить абсолютно все, что угодно. Не было единственной позиции, что вот так и никак иначе. Столько было обещаний. И опять же, прошлый совет много всего обещали, много делали, много новостей, которые не доведенные до конца. Их постоянно в этом говорили: да что вы там делаете, вы ни к чему это не приводит, сколько можно по этим конференциям ездить, сколько можно этих обещаний. Сейчас мы перешли от количества к качеству. У нас всего лишь 2 анонса, таких масштабных на официальных медиа. У нас меньше партнерств, потому что мы не объявляем о том, что мы в будущем когда-то будем с кем-то сотрудничать. Вот классная новость. Мы объявляем все по факту, когда уже все есть. И теперь находятся те, которым это не нравится. Вы ничего не делаете. А где же новости? А почему так мало? Недовольные есть всегда. Да. Это В целом мы перешли от количества к качеству. Слушай, а где у Нема самое сильное комьюнити? Вот такое прям мощное, многочисленное, сплоченное. Трудно так сказать. Одно из самых многочисленных это русскоязычное комьюнити. То есть СНГ для вас такой важный. Да. Если взять по регионам, все остальные скорее раскиданы. Наверное, на втором месте будет Европа. Европа и Азия. Прикольно. А какие-нибудь нишевые прикольные вещи? Есть какие-то такие прям смешные маленькие комьюнити где-нибудь, не знаю, в Уганде, в Зимбабве? Мы были представлены в 45 странах. То есть вы прям в 45 странах, мощно. да, где были или митапы, или были какие-то свои представители. Поэтому в Африке у нас было достаточное количество митапов. 5 или 6 африканских стран мы покрыли. Это было очень интересно. Ты говорил, такая претензия, которая часто звучит в публичном пространстве, не хочу оценивать, она, скажем так, там и посчитана неправильно, и претензия не очень по сути, это вот этот крик, Foundation просрал там 100 миллионов баксов, максимальная сумма фонда, умноженная на максимальный курс, как обычно, просрал 100 миллионов баксов. Почему в 2019 году все будет иначе? Во-первых, сколько вы денег получили на весь этот банкет на 2019 год, и что вы с ними планируете делать? Было потрачено всего за 2 года 80 миллионов зем. Сколько сказать это в долларах довольно сложно, потому что, во-первых, мы сейчас находимся в процессе аудита, и каждый регион, опять же, действовал отдельно и тратил отдельно, и не было единой формы отчетности, плюс постоянные скачки курса, поэтому в долларах точно пока не представляется возможным сказать, но на конец года burn rate составлял где-то от 8 до 10 миллионов зем в месяц, что в пересчете больше миллиона. На 2019 год у нас значительно снижен бюджет, и мы сделали фокус не на конференциях, мы сделали фокус именно на бездеве и на технологической составляющей. Ваш текущий бюджет — это публичная информация или это не публичная? Будет сделан отчет по Q1. Мы получили пока что только первый транш из всего объема, который мы попросили, который был одобрен комьюнити. Мы получили первый транш и находимся в процессе получения второго, и мы сейчас формируем трастовую компанию, которая является обязательным условием для получения денег фондов, для того, чтобы не было такой ситуации, как было в прошлом, а также будет независимая аудиторская компания с мировым именем, которая будет гарантировать сохранность и распоряжение этими средствами именно так, как мы заявили. То есть будет еще независимый контроль. Слушай, у вас же есть классическая проблема. Деньги вам дают в земах. Они сегодня стоят одних денег, завтра других денег и не обязательно больше. При этом, я так понимаю, затраты у вас практически все фиатные. Неважно, конференции, путешествия, реклама, там, пиар, разработка, да что угодно. Почти все в фиате. Как вы соблюдаете баланс между практичностью все продать, зафиксировать, распоряжаться фиатом и идеологией, когда, как зем продавать, оно же вот наше родное? Есть несколько составляющих. Первое, сейчас у нас где-то 50 на 50
ZEM и 50% фиате. Мы хотим этот процент перевести до 80%. Фиатов? Нет, в ZEM. ZEM. Конечно, это Почему? true крипта, adoption. Окей, то есть это идеологическое. Конечно. Во-первых, это идеологическое, во-вторых, это практическое, потому что чем больше у нас ZEM, тем более мы мотивированы для того, чтобы работать, быть нацеленными на результат. Чтобы ZEM рос, например. Да, это раз. Во-вторых, несмотря на то, что вы сейчас продадите, курс упадет и так далее, у нас есть специальная программа для тех, кто хочет купить, продать OTC, и мы мотивируем людей на открытие супернод. То есть сейчас те ZEM, которые продаются OTC, к нам потом обращаются инвесторы для того, чтобы мы им запускали суперноды. Окей, вы таким образом, по сути, вытягиваете ZEM из оборота на биржах, Да. люди их, условно говоря, стейкают. Это хорошо работает? Большой спрос на суперноды? Порядка 30 или 40% тех ZEM, которые сейчас были переведены в фиатные средства, они были заморожены в виде супернод. Я так понимаю, прозрачность новых трат Foundation будет, значит, за счет, как сказать, организационных способов, бизнес-процессов, не за счет там блокчейна или еще чего-то. Ну, в блокчейне все и так прозрачно. Каждый может посмотреть все перечисления, и комьюнити нас регулярно мониторит. И я тебе больше скажу, комьюнити мониторит кошельки мои и всех членов совета. Серьезно? Да, холдишь, не холдишь. То есть, если я тебе так там далее. сброшу какую-то сумму, будут вопросы. Да, Я понял. можно таким образом. Это очень здорово, понимаешь? Это говорит именно вот этой открытости, что у каждого есть возможность. И больше того, мы запустили программу с NEM Service Provider, лидером, которой я являюсь. И это было одним из спроса комьюнити во время выборов, потому что было непонятно, куда ушли деньги, почему была выбрана та или иная компания для разработки того или иного решения. Сейчас же у нас есть... не попилили ли бюджет? Да, сейчас же у нас есть портал. Если у нас есть какой-то проект, там разработка сайта или разработка кошелька, мы делаем его публично открытым, и каждая желающая компания может засубмитить свое предложение вместе с ценами. Потом, после того, как проект будет, срок подачи будет закрыт, приступает к работе команда оценщиков, которая там из 10-15 человек. Кто-то проводит due diligence компании, кто-то техническую оценку, project management, кто-то проводит сроки. Они друг друга не знают и действуют абсолютно независимо друг от друга. После прохождения варианты могут быть разные оценки, но, как правило, после или побеждает та, которая получает наивысший балл, или мы делаем отбор, там 5-10 компаний, которые мы точно понимаем, что они адекватные, могут заделиверить этот проект, и между ними можно устроить аукцион или еще раз запросить самую лучшую ценовую ставку. Ну, по сути, и это таким образом получить лучшую цену и абсолютно честные условия для всех. Слушай, ну это сделает сильно прозрачнее историю с подрядчиками. Да. А вот то, о чем ты говорил, аудит, который вы сейчас делаете по предыдущей работе Foundation, вы его планируете сделать публичным? Конечно. То есть, условно говоря, если нам нечего скрывать. Не, ну мы же не знаем, что там вскроется. Может, там все, что будут можно какие-то скрыться, вопиющие факты. мы уже все признали, свои ошибки и написали это в нашем анонсе, который вылился в новость о том, что NEM Foundation банкрот, хотя на самом деле все не так. Мы просто признали, показали, были откровенны с комьюнити и показали, как обстоят дела сейчас и как мы хотим действовать для того, чтобы исправить эту ситуацию и избежать ее появления в будущем. То есть публичной порки, как это сказать, не предвидится. А что отбрасывает назад катапульт? То есть в чем главная причина? С Foundation там тоже понятная история. Но катапульт — это чисто техническая история. Сидят там, колбасят код специально обученные люди. Что настолько сильно отбрасывало назад, почему эти сроки так сильно переносились? Возможно, первая причина являлась не синхронизация, тот прогресс, который есть на самом деле, и те заявления, которые делал фонд. Это раз. Во-вторых, написать полностью с нуля блокчейн 3 разработчикам за год не представляется возможным.
Это вторая проблема. Третья проблема то, что в прошлом году, об этом прямо заявили сами разработчики, фонд не оказывал должной им поддержки, хотя они просили, дайте нам разработчиков такой-то квалификации. Этого не было. Соответственно, процесс еще больше был затянут. Были вопросы про CryptoMiso, почему там ничего никуда не двигается, какой-то там... Ага, я тебе расскажу про GitHub, да? Да. Это такой сервис, там, где активности показывают. Ну, там, да? условно говоря, вы там сейчас на каком-то там очень далеком месте, и Раскрыл. всех будоражит, почему так мало коммитов. Уже около 2 лет мы не разрабатываем, не допиливаем, кроме там исправления маленьких каких-то багов, первую версию. Не с один блокчейн, а полностью сконцентрированы разработчики на Catapult. Именно поэтому все эти сервисы, которые отслеживают, они смотрят на первый GitHub и смотрят, что нет никакой активности, и занижают нам рейтинг. Но сейчас мы активно работаем в том направлении, чтобы заменить эту ссылку на GitHub на Catapult. Но не все активно идут на это, потому что, парни, у вас есть mainnet, и вот mainnet это Отложен, ссылка. да. Да. Когда вы выпустите Catapult в mainnet, Вот тогда мы будем поменяем, его да. мониторить. Но, как минимум, мы хотим, чтобы эти две ссылки хотя бы были рядом. И даже в том GitHub, который Catapult, ты не увидишь очень много коммитов, потому что разрабы выкатывают их майлстонами. Там A, B, C, D, вот следующий D будет Dragon, там 10, 20, 30 тысяч строчек кода именно майлстонами, а не то, что там каждый день Ну, по понятно, чуть-чуть. нету такого Да. типа continuous режима, выкатываются большими. Говоря про разработчиков, всем понятно, ну, как бы все команды знают, и у меня было то же самое, и у Пейтомата то же самое. 2018 год, мягко говоря, сильно ударил, и все сильно посокращали штаты. То есть там в Криптонете мы ужались, наверное, почти в 10 раз от пика конца там 17 года, начала 18-го. Насколько сильно сократился у вас штат? Совет переизбрали. А все люди, там же работало огромное количество людей, ну, окей, работало, может, плохое слово, было вовлечено и задействовано. Как 18-й год не очень благоприятный, или 19-й тоже не фонтанирующий, сказался вот на вашем персонале? Вам много пришлось сокращать, урезать, или как это происходило? После нашего аудита, когда пришел новый совет, мы поняли, что денег у нас осталось совсем немного, и это было жесткое вынужденное решение о реструктуризации фонда, переходе к централизованной модели и оптимизации штата. Со 150 человек мы уменьшили до 50. И из этих 50 человек, которые будут наняты, когда фонд запустится на полную, ближе к выпуску Catapult, сейчас работает где-то от 20 до 30 вовлечены в проект на данный То есть момент. вы так серьезно ужались? Серьезно ужались, и те, у кого, но это не значит, что мы всех бросили, мы сделали все абсолютно так, как оно должно быть. Мы расстались с людьми, мы выплатили им компенсацию за те месяцы, то есть наперед, в зависимости от того законодательства, которое предусмотрено в их стране, и мы дали возможность этим же людям на открытых, на честных основаниях участвовать в отборе на новые вакансии. То есть они смогут подать, у нас там будет бизнес-девелопмент, в маркетинге, в финансах. Понятно, что у нас всего 50 вакансий, и попадут не все, но попадут лучшие. Те, кто участвовал в командах на местах, в странах, для них будет разработана система послов-амбассадоров, и она будет основана на баунти и success fee. То есть каждый из них сможет также продолжать работать с наймом. Если ты перевел какой-то проект, ты можешь рассчитывать, если этот проект был успешный, ты можешь рассчитывать на процент с этого проекта. И тем самым мы будем мотивировать этих послов и генерировать для себя поток прибыли. Когда NEM будет в топ-10? В топ-10? Мы очень надеемся, что вот эти шаги, которые я озвучил, они именно приведут нас в топ-10, потому что мы достойны там быть по многим критериям, как мы считаем. И
Поезд тронулся, он медленно тронулся, он набирает обороты, но с каждым месяцем зрители и комьюнити может рассчитывать на все большее количество анонсов, коллабораций, причем очень крупных, очень интересных, поскольку наша цель, у нас есть реальное понимание, что блокчейн должен использоваться, и как он должен использоваться, и где он должен использоваться, и что именно это является ключевой составляющей успеха. Вопрос к тебе как к криптану, не как к функционеру NEM Foundation. Когда to the moon? Ты веришь в то, что крипта честный рынок? Нет. Нет? Вот я не верю. Я, честно, А для to меня the moon когда? Ты не уходи от вопроса. нужно добраться до тех пацанов, которые знают. Ну, давай так, у тебя же есть какая-то своя вера, вот в 23-м прям улетим в космос? Или там полгода? Для чего? Давай, я отвечу. Для чего to the moon? Что ты хочешь to the moon? Да денег заработать. Сколько? Побольше. Побольше сколько? Давай ну, так, x2, 10, x3. 10 иксов. Вот для меня to the moon это 10 иксов от сейчас. Как тебе такое? Общерыночная капитализация. В долларах? В долларах. Конец 2019. Да ладно. Ну да, я так чувствую. То есть у нас осталось условно полгодика. За эти полгодика капитализация криптового рынка вырастет в 10 раз. Если ты вообще о Не, рынке? ну вообще, да, о рынке. Не, знаешь, я бы, А ты про NEM, я или ты бы просто все-таки, ну, в том числе про NEM. Мне кажется, что те проекты, которые собрали деньги в 16-м, в 17-м году, которые смогли пережить 18-й год, которые были активны, которые что-то разрабатывали, которые дожили до 19-го, вполне наверняка эти проекты, они строились как бизнес, который зарабатывает деньги. И в 2019 году они выйдут в продакшн и смогут дать заветные иксы. Я бы искал, смотрел, присматривался к этим проектам как вариант. Хорошо, у нас есть прикольная рубрика «Блиц-вопросы». Очень короткие вопросы, очень короткий ответ, не очень думая. Блокчейн или криптовалюта? Блокчейн. То есть ты только за технологию. Только Крипта так. пустышка. Нет будущего. Абсолютно не пустышка. Крипта — это единственный по факту сейчас работающий кейс технологии блокчейн. Proof of work или proof of stake? Proof of stake. А что не proof of importance? Я думал, что... Потому что в катапульте, опять же, сайт будет Proof of Stake, скорее всего, будет название Proof of Stake плюс. Плюс importance. Имеется в виду importance, но да, это будет более оптимизированный Proof of Stake. И Proof of Importance, что-то среднее. Как выглядит корпоратив в NEM Foundation? Мы собираемся и по скайпу друг с другом общаемся. Без рустопа, кокаина, с каких-нибудь мониторами. декадантных вещей. Не, на самом деле у нас очень дружная комьюнити, мы часто собираемся. Крипта — это деньги или инвестиционный актив? Деньги. Ты не веришь в вот этот... Деньги в более дороже. широком смысле. Средства платежа. Как средство платежа, как средство передачи ценностей и накопления. Во что превратится блокчейн через 5 лет? Мировую технологию или в самый большой пузырь в истории? Красиво. Друзья, вот такая вот честная история прямо с NEM Foundation. Так что, друзья, блокчейн и его реальное применение в бизнесе, оно уже не за горами. NEM, по крайней мере, для этого прилагает массу усилий. И вы можете в этом поучаствовать. Напишите, пожалуйста, где бы вы видели реальное применение блокчейна в бизнесе. Вот любые услуги, товары, там что угодно, чем вы пользуетесь в повседневной жизни, вот где бы вам не хватало той прозрачности, надежности, верифицируемости, неизменяемости, чего угодно, что там может дать блокчейн. Напишите вот просто из вашего опыта. Мы выберем 3 лучших ответа. Первый победитель получит 1000 токенов ZEM. За второе место мы вручим футболку. Третье место получит кепку. Мы предлагали футболку прям с Антона сорвать, но решили, черт с вами, сделаем новенькую, свеженькую, беленькую. Друзья, ждем ваших комментариев, участвуйте, выигрывайте призы. До новых встреч. Чао-чао. Пока.